Spring Day — это, можно сказать, magnum opus BTS. Что бы они ни выпускали, какие бы они ни придумывали новые идеи, клипы, все их новые достижения, все равно ARMY каждый раз празднуют тем, что идут и пересматривают Spring Day. Это действительно прекрасная работа, и в ней очень много отсылок, пасхалок, смыслов. И сегодня мы очень глубоко исследуем все, что вообще есть в этом клипе. Если вы ARMY давно и уже читали что-нибудь про Spring Day, я думаю, вам все равно будет интересно, вы все равно узнаете что-то новое. Если вы не знаете, кто такие BTS, оставайтесь, узнаете, кто такие айдолы, что такое кей-поп, какие темы и насколько глубоко могут подниматься в современной поп-музыке. Давайте посмотрим сначала на поверхность. Я скучаю по тебе, снежинки падают, разделяются, и скоро закончится зима, и наконец-то придет весна, наконец-то наступит тот весенний день. Незамысловатые такие стихи, обо всем и ни о чем, на первый взгляд. И в клипе тоже, на первый взгляд, все очень просто. Молодые, красивые мальчики немножко грустят, немножко веселятся, на каком-то поезде куда-то едут, стирают свою одежду, лежат на куче одежды, идут по замерзшему полю, находят дерево, и вроде как начинается весна. Ну вот, казалось бы, что в этом может быть там глубокого, умного и всего остального? Wait for it. Прежде чем детально разобрать все символы в клипе, нужно сказать важную вещь. Spring Day, хоть это нигде официально не указано, но этот клип, эта песня, они посвящаются Сеульской трагедии. Что такое Сеульская трагедия? Был в Корее такой паром, Севоль, и он вез очень много людей и утонул. Больше 300 людей умерло. Но подобные вещи, к сожалению, случаются довольно часто. Чем же именно эта катастрофа была такой значимой и почему она стала для Кореи своего рода национальной травмой? Давайте подробнее, давайте разберемся. 16 апреля 2014 года паром себе плыл, вез почти 500 людей, и среди этих людей было 250 школьников, которые ехали на какую-то экскурсию. И вдруг он начал тонуть. Капитан быстренько связался, с кем-то нужно было связаться, и сообщил об этой ситуации. Ребятки, мы тонем, что делать? Это не Титаник, который находился вообще непонятно где, в этих ледниках, начал тонуть ночью, и, понятное дело, тогда не было мобилок. Это был 2014 год, у них была связь. Они сообщили о том, что тонут еще в самом начале того, как они начали тонуть. И тонули они довольно долго, то есть к ним успели подплыть рыбацкие лодки, к ним успел прилететь вертолет, об этом успели сообщить президенту, но по какой-то причине никто не скомандовал людям спасаться, никто не скомандовал им выйти на палубу. Школьники оставались в своих каютах, и когда паром совсем ушел под воду, они там и остались. Итак, 304 человека оказались под водой, хотя их вполне можно было спасти. Капитан корабля сам спасся одним из первых. Правительство сначала говорило, что они всех спасли. Потом они пытались как-то замять эту проблему и не осветлять ее так сильно в новостях. Потом, когда цивильные дайверы стали ездить на место трагедии и вытаскивать тела из-под воды, потому что правительство этим заниматься не хотело. Через пару месяцев правительство запретило это делать и прогнало всех из этого сектора. Это был просто как плевок в лицо. Правительство будто говорит, что нам вообще все равно на наших граждан. То есть мы не смогли вас спасти, и ничего страшного. То есть в этой проблеме правительство поставило на первое место свой имидж. Они хотели сохранить такой образ, что вот у нас все под контролем, все нормально, все хорошо. Они занимались показухой. То есть какие-то совершенно дурацкие конференции президентки. Она приезжала на место этого затонувшего корабля и смотрела на него вот как будто она экспертка и мешала цивильным дайверам работать. Через пару лет президентке объявили импичмент. Это было не из этой трагедии. Там было много других факторов. Ее обвинили в коррупции, ее обвинили в злоупотреблении властью. Но я бы сказала, что Сеульская трагедия была одним из таких больших бревен, которые бросили в костер, на котором горел имидж президента. Были целые гражданские движения людей, которые боролись за память Сеульской трагедии и требовали продолжить расследование, требовали наказать тех, кто не справился со своими полномочиями и не смог предотвратить такую трагедию. Вот примерно так выглядела символика этих людей. Присмотритесь к этим желтым лентам, они нам еще понадобятся. Сеульская трагедия для Кореи — это, можно сказать, национальная травма. Это очень грустное событие, которое показало, насколько беззащитным могут быть люди перед вот этим левиафаном, перед государством, которому не всегда являются потребности и нужды этих людей первичными. И клип BTS
эту травму прорабатывает. Он работает с многими символами, которые связаны с сеульской трагедией. Но не только с ними, там еще много чего есть. Давайте теперь начнем разбирать клип и будем постепенно идти. Будет очень много символов и смыслов, и в конце я все подсуммирую, как бы свяжу эти смыслы, поэтому если по ходу что-то не очень понятно, в конце будет понятно. Поскольку мы теперь понимаем, что клип отсылает нас к памяти о сеульской трагедии, мы понимаем, что BTS в этом клипе играют выживших, умерших и тех, кто наблюдал за этой трагедией. Да, именно так. Они не играют какую-то одну конкретную роль. Мы будем видеть, что они в разных кадрах, в разных моментах будут менять эту роль, но они как бы рефлексируют на все эти роли, на всех акторов, которые участвовали в этой трагедии. Вначале Тэхён ложится на рельсы. Тэхён показывает здесь нам человека, выжившего после этой катастрофы. В таких ужасных событиях довольно часто люди могут ощущать вину за то, что они выжили. То есть это как лотерея. Кто выживет, кто не выживет, на это часто влияет случай. Некоторые школьники, выжившие в сеульской трагедии, говорили о том, что не чувствуют себя виноватыми за то, что они живы, они продолжают жить, а их одноклассники, их друзья, к сожалению, нет. Это задает определенный тон всему клипу. То есть как мы можем продолжать жить, радоваться и заниматься своими делами, когда вот такие вещи происходят да вот с нашими одноклассниками, с нами самими, с нашими соседями, друзьями, согражданами. Обрати внимание на текст. «Я скучаю по тебе». В корейском тексте это выражение не склоняется. То есть это не «я скучаю по кому-то конкретному тебе». Это больше как такой случайный возглас о своих чувствах, что «я скучаю по тебе». И здесь этим «тебе» может быть не только какой-то один конкретный человек, это может быть «скучаю» в каком-то более обширном смысле. Эта песня как об утрате, уходе какого-то конкретного любимого человека, так и о более обширном, абстрактном чувстве утраты. «Я скучаю по тебе». И когда я говорю это, я скучаю по тебе еще больше. Здесь одна лишь зима, даже в августе. И мое сердце бьется здесь, на пронзающем снег. Эта строчка отсылает нас к фильму «Сквозь снег» Snowpiercer. Это фильм корейского режиссера, того самого, который вот снял «Паразитов». Это более ранний его фильм, это антиутопия, в которой все действия разворачиваются в поезде. Кратко про сюжет. Из-за глобальных изменений климата, узнаем ситуацию, да? Из-за глобальных изменений климата люди решили подбавить в атмосферу какого-то вот вещества, которое поможет все охладить. И немножко перестарались, потому что на Земле стало минус 120 градусов по Цельсию, и жить на ней уже нельзя, все умерли, все умерло, кроме небольшого количества людей, которые вот на этом поезде несутся вокруг света, и выйти из поезда нельзя, потому что мы все умрем, если выйдем из поезда, там холодно. Но и в поезде жить как бы не очень классно, потому что поезд организован, ну, супер тоталитарно, там вообще неприятно находиться, если вы не очень богаты. Высший класс находится в начале поезда, у них там все есть, у них все нормально, а низший класс находится в конце поезда, они там едят тараканов, у них ничего нет, они там все в грязи сидят, и, в общем, плохо все в конце поезда. И ребята с конца поезда решают устроить бунт. Они пробираются к началу поезда, по ходу там все это рассматривая, рассуждая и показывая зрителю абсурд этой системы, исследуя эту систему. Они добираются до начала поезда, там всякие сюжетные твисты. Ну а в конце фильма они понимают, что эта система прогнила просто до колес своих, и лучше все вообще взорвать, потому что ну как. И они взрывают все, выживают только 2 маленьких ребенка, которые выходят наружу и видят там медведя. Надеюсь, он их не съел. Теперь понятно, почему BTS едут на поезде. Чимин пришел к берегу моря как к месту, где произошла трагедия, для того, чтобы вспомнить о своих друзьях, которых он потерял. А Рэм стоит в пустом вагоне, в котором лежат чьи-то брошенные вещи. Мы можем догадаться, что это вещи тех людей, которые поплыли на этом пароме и не вернулись с него. Потом он разворачивается и идет к началу поезда, где расположен высший класс общества. Я видела в интернете вариант, что РМ здесь как герой фильма «Сквозь снег» начинает вот прорываться, ломать систему и все такое. Я думаю, нет. РМ из первых вагонов, из вот этого, где верхний класс общества, он спустился и посмотрел на задние вагоны и вернулся назад. Я думаю, это очень важное различие, и позже вы поймете почему. РМ не бунтарь из низшего класса, он как раз-таки представитель высшего класса. И так он попадает в начало поезда, и там мы видим отель под названием Амилас. Это отсылка к рассказу Урсулы де Ле Гуин.
уходящие из Амиласа. В этом рассказе Амилас — это прекрасный город, там все, что душе угодно, и каждый житель этого города наполнен счастьем. Но есть одна оговорка. Дело в том, что счастье всех этих людей, всех жителей этого города, зависит от страданий одного конкретного маленького невинного ребенка, который закрыт где-то в подвале в городе Амилас. Он сидит в крошечном подвале. У него очень мало еды, ровно столько, чтобы он просто не умер от голода. Там нет окон, там нет света. Он не умеет говорить, никто никогда не проявлял к нему никакой заботы, никакого внимания, никакой любви. Этот ребенок находится в беспрерывном страдании и мучении. И дело в том, что все жители города Амиласа в принципе знают об этом. Многие из них даже посещали этого ребенка. Когда они видели его таким, конечно, им хотелось помочь ему, конечно, им хотелось обнять его, хоть что-то хорошее для него сделать. Но они понимали, что как только они проявят к нему капельку любви, или если они осмелятся вытащить его оттуда, помыть его, причесать, дать ему нормальной еды, то в эту же секунду все счастье города Амиласа разрушится. И больше этот город не будет таким золотым и цветущим. И как же люди реагировали на это? Сначала они чувствовали себя плохо из-за этого, а потом они понемножку начинали понимать, что этот ребенок, он же глупый, он же даже говорить не умеет. И даже если я сделаю для него что-то хорошее, вряд ли он сможет это оценить настолько же высоко. И с другой стороны, сколько других детей есть на улице, и если их счастье зависит от его несчастья, пускай так. И со временем люди забывали о маленьком ребенке, который страдал в подвале города Амилас. Но не все. Были также такие, кто не мог забыть. И в какой-то момент эти люди просто вставали и уходили из города Амилас, проходили через его прекрасные городские ворота и никогда больше не возвращались. Мы не знаем, шли ли они в какой-нибудь другой город, мы не знаем, нашли ли они вообще другой приют. Это не важно. Важно то, что они уже не могли находиться в Амиласе. Они не могли принять ситуацию, в которой их счастье зависело от несчастья одного маленького и невинного ребенка. Красивая история. Урсула де Ле Гуин вообще умеет так написать, чтобы дух захватывало. Но о чем она? Почему она вообще важна для нас? И почему Арем заходит в Амилас? Дело в том, что это не просто рассказ, который вот летает в вакууме. Этот текст был задуман как критика утилитарной этики. Что такое утилитарная этика? Очень простыми словами. В утилитарной этике есть две важные категории. Это страдание или боль, и это удовольствие. И утилитарная этика говорит о том, что нам нужно максимизировать удовольствие и минимизировать страдания. И такое действие является этически правильным, которое дает максимальное количество удовольствия максимальному количеству людей, и при этом минимальное количество страданий. Я думаю, вы знаете эту картинку с вагонеткой, и вот если мы применяем утилитарную логику, то никакого вообще вопроса нет. Мы должны повернуть поезд, пускай он сбивает одного человека, но зато большее количество людей выживает. Все очень просто, утилитарно, понятно. И Амилас является вот такой моделью, которая показывает нам, вот смотрите, все счастливы, один человек страдает. То есть с точки зрения утилитаризма все шикарно. То есть максимальное счастье, минимальное несчастье. Система должна работать правильно. Понятно, что это история гипербола. То есть она преувеличивает то, что происходит на самом деле. Именно поэтому довольно легко представить, почему многим людям невозможно находиться в Амиласе, хоть они полностью там счастливы. Они внутри себя просто не могут принять факт того, что они счастливы за счет страдания кого-то другого. Из реального мира привести какие-то примеры утилитаризма довольно проблематично, потому что вот нужно отшелушить, убрать все другие наслоения другой этики, других проблем, других каких-то причин и следствий для того, чтобы вот показать чистый, вычищенный пример утилитарной этики. Довольно-таки трудно, и нам это сейчас не нужно. Так а почему Арем идет в Амилас? Ну потому что мы с вами уже обсудили, что Арем представитель высшего класса. То есть BTS очень четко осознают свою принадлежность к высшему классу. И там написано no vacancy, то есть нет свободных мест. На вот эту верхушку общества очень сложно забраться. No vacancy. Но BTS, как известные артисты, как по последним данным самая большая поп-группа в мире, они уже находятся на вот этой верхушке. Здесь мы видим, как участники BTS бегут вверх по лестнице, но Чин стоит внизу и смотрит на них. Чин часто в клипах BTS играет такую паранормальную роль. То он там во времени путешествует, то он там кого-то спасает. И здесь, мне кажется, он тоже играет своего рода паранормальную роль. Он олицетворяет
того ребенка, который не пережил сеульскую трагедию, и он смотрит, как его одноклассники, его друзья, они продолжают жить, они продолжают подниматься, развиваться, а он уже, к сожалению, с ними не может быть. Также мы видим, что ребята много в этом клипе находятся одни. Их показывают довольно маленькими на фоне больших пространств. И это передает ощущение человека, который пережил трагедию, и он не уверен, что его могут понять. Чимин поднимает на пляже пару обуви. Это символ памяти о жертвах сеульской трагедии. В этом клипе в целом довольно много такой эстетики летнего лагеря, беззаботности, подростков. Мне кажется, что эти кадры показывают, что как раз-таки, когда мы вместе, нам легче и нам лучше. Помните, мы с вами говорили о том, что BTS, они в этом клипе одновременно и выжившие, и те, кто не выжил, и посторонние люди. Вот именно здесь, в мире этого летнего лагеря, все эти линии пересекаются, и довольно сложно сказать, что есть что. С одной стороны, летний лагерь показывает нам эту беззаботность, радостность, невинность тех детей, которые погибли в этой трагедии. С другой стороны, это о тех, кто выжил. То есть в течение видео мы часто видели, как ребята были одни. И в мире летнего лагеря они вместе. И мы видим, что им вместе бывает и весело, бывает и совсем не весело. То есть они вместе переживают эту травму и вместе пытаются жить дальше. Взгляните на этот кадр. Чангук стоит посередине, вокруг все носятся на ускоренной съемке, а он как будто загипнотизирован, как будто он вне этого времени. С самого начала он у нас был такой еще на поезде, то есть эта травма настолько может выбить из колеи, что человек перестает замечать, как проходит время, перестает замечать, как происходят какие-то события. Но в конце он все-таки выключается из этого транса, возвращается вот в движение, возвращается к остальным ребятам. Попрошу вас заметить, что на карусели мы видим те самые желтые ленточки. Также обратите внимание на кадры, где Чангук зажигает спичку. Это, вероятно, отсылка к сказке Андерсона про девочку со спичками. Сказка очень грустная. Маленькая девочка продавала на улице спички, было очень холодно, и она боялась вернуться домой, потому что папа наругает ее за то, что она не смогла продать спички. И поэтому в темноте, в холоде она зажигает спичку для того, чтобы хоть как-то согреться. И в этом пламени, в этом коротком мгновении сияния сначала она видит какие-то приятные для себя вещи, а потом в этом сиянии она видит свою бабушку. Единственного человека, который проявлял к ней какую-то заботу, какое-то тепло. И для того, чтобы на дольшее время задержать это видение своей бабушки, она зажигает все спички, и когда они догорают, она замерзает и умирает от холода. Здесь же мы видим, что когда Чангук зажигает спичку, его друзья появляются рядом с ним. Очень-очень грустная отсылка. Эта гора одежды — это отсылка к скульптуре французского художника. Хочу подчеркнуть, что скульптура не приурочена, вообще никаким образом не касается сеульской трагедии. Она была сделана гораздо раньше, в 2010 году. Но эта скульптура имеет интересный символизм. Это был своего рода перформанс, когда огромный кран поднимал предметы одежды и бросал их в большую гору. То есть кран символизировал руку Бога, а гора одежды — это то место, где мы будем после смерти. То есть эта гора одежды показывала, что после смерти мы все будем перемешаны, и ничего не будет иметь значения. Если мы посмотрим на сцену в прачечной, что может означать вот это стирание одежды? Ну, очевидно, что эта одежда символизирует жертв сеульской трагедии. И, на мой взгляд, вот это кручение барабанов, попытка постирать эту одежду, показывает, как правительство пыталось задавить эту ситуацию, но как бы ты эту одежду не стирал, никуда она не денется, и она найдет свое место в этой горе памяти. Когда Чангук бежит по поезду один, это показывает нам внутренний процесс человека, который прожил травму. Все вот эти вещи, о которых он думал, то есть тот же Амилас, о котором он думал, как он думал, что это несправедливо, что это неправильно, как это страшно, что государство иногда может быть таким вот бездушным левиафаном. Он пробегает через летний лагерь, где вспоминает о своих друзьях. И здесь мы видим прекрасную визуальную рифму, как он до этого рядом с каруселью стоял загипнотизированный, а потом проснулся, вернулся к своим друзьям. Также и здесь оказывается, что все это время, когда он сидел в вагоне, на самом-то деле он был рядом со своими друзьями. Но он был настолько зациклен вот проживанием и обдумыванием своей травмы, что, несмотря на то, что он был рядом с людьми, которые действительно о нем заботятся, которые действительно его любят, он все равно чувствовал себя одиноким, меланхоличным и грустным. Но он вынырнул, и BTS нам всем дает надежду, что мы все сможем вынырнуть. Финал клипа. Поезд останавливается, и ребята идут через
ледяную пустыню к дереву в ожидании весны. Здесь еще одна важная деталь из фильма «Сквозь снег». В мире этой антиутопии, как мы помним, все умерли, потому что на улице было очень-очень холодно. И люди должны были оставаться на поезде, потому что это было единственное место, где они могли согреться, где они могли продолжать жить. Но дело в том, что для формирования такой снежинки температура должна быть примерно минус 18, минус 12 градусов. Иначе бы она просто не могла сформироваться. И когда персонаж увидел эту снежинку, он понял, что по какой-то причине, мы не знаем, но по какой-то причине снаружи потеплело, значительно потеплело. То есть это надежда на то, что жизнь будет возможна за границами поезда. И эта снежинка, которая падает, восхитительно рифмуется с повторяющимися строками песни BTS. Снежинки падают и разделяются понемногу. Это мысль о надежде. И в самом конце, когда ребята приходят к дереву, они бросают эту обувь, символ памяти о погибших в этой трагедии. Они бросают ее на дерево. На самом-то деле обувь, которая висит на шнурках, это довольно емкий такой культурный смысл. В разных культурах, да и в рамках одной культуры, эта обувь может означать очень разные вещи. Начиная от городской легенды о том, что там, где висит обувь, то там продают наркотики, заканчивая там традициями бросать так обувь во время свадьбы. Но здесь, мне кажется, очевидно, что обувь — это символ памяти, и забросить ее на дерево — это как увековечить память этих людей. Теперь давайте подсуммируем все, что здесь произошло, и попробуем определить, какое сообщение BTS вкладывали в этот клип. Я думаю, что мы сегодня уже достаточно загрузились политической философией, этикой и всем остальным, но все-таки есть одна вещь про фильм «Сквозь снег», которую важно понять в контексте этого клипа. Смотрите, здесь у нас поезд является такой метафорой всех проблем нашего общества. И то, как люди в этом фильме пытаются изменить систему, очень похоже на то, как мы мыслим о нашем обществе. То есть у нас есть набор каких-то вещей, которые настолько вот глубоко в нашем сознании, что нам сложно представить себе мир без них. Например, когда мы говорим про равноправие, мы продолжаем говорить о таких концепциях, как права, о таких концепциях, как группы людей, о том, что у разных групп есть какие-то разные свои атрибуты, да, то есть это какая-то база, на основе которой мы мыслим, и мы не можем заглянуть за грань этой базы, мы не можем представить себе жизнь вне поезда. В фильме «Сквозь снег» это показано тем, что у поезда нет окон. То есть люди не могут посмотреть за границы поезда. Так и мы, когда мыслим о своем обществе, нам бывает очень сложно выглянуть за границы своих представлений. И есть такая восхитительная цитата, что когда мы думаем о изменениях общества, нам легче представить вообще полный его крах и разрушение, чем какое-то фундаментальное его изменение. Так и в фильме «Сквозь снег». Все закончилось тем, что люди решили, что поезд будет легче взорвать, чем пытаться поменять эту систему, которая в нем была. И мы видим двух маленьких детей, которые, надеемся, начнут какую-то новую жизнь, начнут строить человечество с нуля. А теперь давайте посмотрим, что BTS говорят нам на эту тему. У них есть такой же поезд, в котором они куда-то там едут, у них есть такая же зима снаружи. Но в отличие от фильма «Сквозь снег», BTS показывают себя не представителями нижнего класса, а представителями высшего класса, что в принципе справедливо. И что мы видим? Они не взрывают поезд, они ничего не разрушают, они останавливают его, и они уходят из Амеласа. Они уходят, потому что для них эта травма, причиненная корейскому народу, гораздо больше и гораздо важнее тех привилегий, которые они могли получать, оставаясь в Амеласе. Они не могут больше там жить, когда они понимают, что их жизнь, их комфорт там создан за счет того, что какие-то где-то дети пошли ко дну на пароме. Это показывает нам, как более богатые части населения могут пользоваться своими привилегиями для того, чтобы менять ситуацию. Это именно в их силах остановить поезд и выйти из него. BTS показывает, как верхний класс может взять на себя ответственность в этой ситуации. Таким образом, Spring Day — это история о трагедии, это история о памяти, но также о надежде и о том, чему люди смогли научиться, прожив эту память. Хочу еще заметить, насколько аккуратно, этично и бережно BTS рассказали эту историю. Потому что, с такими проблемами, с такими
очень травматичными штуками сложно работать, сложно рассказать историю так, чтобы никого не обидеть. И вот BTS показывают просто восхитительный пример проработки такой травмы. Это еще и поп-музыка, это очень-очень массовая культура, но при этом как они аккуратно об этом рассказывают, с какой бережностью. И главное, что какая-то финальная мысль этой истории — это надежда. Надежда, доброта и забота. Вот большое спасибо им за такое произведение. И, конечно, не нужно быть наивными, не вот именно 7 ребят из BTS сели и написали все это. Наверняка продюсеры и все остальные, очень много людей участвовали в создании этого клипа. Но чем отлично BTS? Тем, что они пишут свои тексты сами. И что бы там хейтеры ни говорили... Друзья, я очень надеюсь, что вам было интересно, что вы узнали что-нибудь новое. Большое спасибо моим патронам, вы самые лучшие. Пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте меня на Патреоне, напишите все, что вы думаете в комментариях. Если бы вам хотелось увидеть еще разборов BTS, пожалуйста, напишите. У меня, конечно, есть еще довольно много мыслей об их творчестве. Спасибо большое, что посмотрели. Всем хорошего дня.